В обновленной в этом году стратегии национальной безопасности России Владимир Путин поручил правительству готовить экономику к войне, к удовлетворению потребностей государства в военное время. Из перечня национальных приоритетов пропали повышение уровня жизни граждан, здравоохранение, образование, культура и экономический рост. Зато появились защита традиционно духовно-нравственных ценностей и поддержание стратегической стабильности. Как прямо говорится в документе, недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации проблемы для разрушения ее единства. К какой войне мы должны готовиться? Мы спросили об этом случайных прохожих на улицах Москвы. Не забывайте ставить лайки, пишите нам свои комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. В обновленной стратегии национальной безопасности Владимир Путин поручил готовить экономику к войне. Как думаете, к какой войне готовится наша экономика, Владимир Путин или мы? Я не буду отвечать. Я всю жизнь, 50 лет проработал в оборонной промышленности. И вот сейчас 2 месяца, как на пенсии. И вы мне объясняете, какой Путин в это. Не надо, уйдите. Информационный? Возможно, я не знаю, вряд ли сейчас будут какие-то войны еще помимо. А так все, думаю. Вот как-то так. Девушка, ведь вы же учтите, что все эти Путины, все эти президенты без буквы П резиденты, они же направляются самыми внешними силами. И что им скажут, то и будет. А если будет какая-то драчка, это междусобка будет. Но нам от этого легче не будет. Ну, у нас же много войн, я точно не могу сказать. Ну, наверное, те, кто должны напасть, после которых мы вознесемся в рай, и они все сдохнут. Но если честно сказать, то обычная шовинистическая речь. Ничего больше не скажешь. У нас же вечно кто-то с кем-то воюет, мы же без войны не можем. Мы же не можем просто развиваться, не знаю, давать достойные пенсии, развивать экономику, бизнес малый и средний. Нам надо обязательно с кем-то воевать. Так что, наверное, это так больше популизм, чтобы впечатлительных людей заставить как-то больше доверять. Честно говоря, не знаю. Ну, к чему-то готовиться, наверное. К чему? Внутренней. Внутренней? Между кем? Между нами. Владимир Путин поручил готовить экономику к войне. Не знаете вообще, кто это? И знать не хочу. Его фамилия не Путин, а Шеломов. Я вообще не хочу готовиться к войне. Я не знаю, какой войне. С какой-нибудь к войне с США. Не знаю. Кого он боится больше всех? Блин, девушка, такой вопрос. Сейчас. Ой, я ничего не могу сказать. Лучше я промолчу. Не, я лучше промолчу. Хочешь мира, готовься к войне всегда. На Россию всегда все лезли. Вот так. Кто? Да, все, кому не лень. Все хотели что-то урвать. А сейчас кто хочет урвать у России? Да. В России надо сначала разобраться со своими. Тех, типа Навального, то есть с такими вот разобраться, тогда будет все хорошо. Каким образом? Ну, каким образом? Естественно. Объяснять людям. В школе с малолетства учить со школьной скамьи. Патриотизму, всему это обучать надо. Какой? На это не отвечу, я не знаю, что на это сказать. Я вот за политические темы как-то вообще не особо. Вот. Ну, могу так порассуждать, что сам думаю, и все. Какой войне? Не знаю, какой войне. Не будет никакой войны. Я даже не знаю, что вам ответить. Хочешь мира, готовься к войне. Всегда должна быть подготовка. Я все равно поддерживаю Владимира Путина, потому что я отслужил в одном из очень приличных, очень серьезных войсках. Я полностью за. И в любой момент, когда я нужен буду, я стану и буду идти. Потому что это моя родина. А родину любят, потому что просто она твоя родина. В обновленной стратегии национальной безопасности Владимир Путин поручил готовить экономику к войне. Как думаете, к какой войне готовится наша экономика, мы или Владимир Путин? Я не в курсе. Я не слушаю Путина. Вообще его не слушайте? Вообще я телевизор не смотрю. Вы прекрасный человек. Как думаете, возможно ли, что Владимир Путин начнет с кем-то войну? Навряд ли. Мы не готовы к войне. Мы слишком слабое государство, к сожалению. Войне с глобальным, то есть мир меняется, и мир станет многополярным, и каждый должен защищать свои интересы. Мы свои. Какие у нас? Свои.
Евросоюз свои, американцы свои. А какие у нас интересы? Ну, их много, девушка, в одном интервью не скажешь, простите. Какой войне вообще? Какой войне? Я не знаю, бред сивой кобылы. Ну, написал и написал. Вы знаете, я очень много же слышал. Я уже слышал о том, что в 80-м году будет коммунизм. Это все проходили уже. Ну, ладно, это значит для того, чтобы все это вот делать, эти самолеты, которые не летают, или военных, которых не учат по-настоящему, снижать образование, разрушить здравоохранение, ну, устроить вот эту самую пандемию. Ну, я так думаю, какая-то информационная война будет. Между кем и кем? Ну, и не с Китаем, конечно, естественно, это наши друзья. А я так думаю, что... Они же у нас всю Сибирь попилили. Друзья ли они нам? Ой, не могу сказать, не знаю с кем. Но я только знаю, что вот сейчас это как бы информация, все это вот, ну, для нас делается, чтобы мы знали, что творится, и кто с кем воюет, и кто с кем дружит. Ну, я считаю, что это в общем, наверное, между собой все страны должны объединиться. И единственное, вот против терактов воевали, и все. Вот это самое главное, чтобы мир был. Без понятия. Я надеюсь, что ни в какой не должны. А как предположения есть какие-нибудь? Нет. Нет. Разве сейчас война не происходит? А какая у нас сейчас война? Гражданская. Между кем и кем? Между людьми. В России, на территории России. Вообще между всеми людьми. Все войны происходят из-за ресурсов. Жака Фреско, послушайте. Он хочет объединить всех. Программа «Венера». И все будет ясно. Ну, я никакой войне не готовлюсь, это точно. Но защищать своих родных и близких буду однозначно. Вот. А Путину могу передать привет и удачи. Удачи желают неудачникам. Как вы думаете, от кого вам, возможно, придется защищать себя и свою семью? Ну, от талибов, может быть, на сегодняшний день. Не более чем. Хотя это все печально, плачевно. Не знаю. По-моему, там это все, что он поручил, это все не исполнится. Ну, мобилизация, конечно, это хорошо, всех ресурсов, но вряд ли какая-то война, вряд ли. У него что-то получится. Думаете, это невозможно? Ну, нет, не при нем. Мы можем всегда готовы быть. Я вообще далекий человек, меня спрашивают бесполезно. Надо все время быть наготове. К чему? И к войне в том числе? К войне, да, в первую очередь. На стратегии национальной безопасности Владимир Путин поручил готовить экономику к войне. Как вы думаете, к какой войне готовится наша экономика, Владимир Путин или мы? К экономической, конечно же. Смена рубля налички на, я думаю, на цифровой рубль. Так же, как Америка и вообще весь мир, я думаю, к этому идет экономическая война. Вот. Все, другой быть не может. Но точно не горячая. Сейчас уже 21 век. Нет, точно не горячая. Ну, вот. Экономическая. Вот это вот та самая химическая война, то, что сейчас творится во всем мире, наверное, к этой войне, которая уже сколько лет идет с этой летучей мыши. Все началось, вот, и сколько это еще будет идти, неизвестно. Вот сегодня смотрел, вроде бы там 1200 заболевших в Москве, ну то есть, а было 1005, то есть снизилось вроде бы вот. Сейчас выборы, потом после выборов, может быть, еще будет скачок, может быть очередная волна, очередные санкции, конечно же, очередные деньги, вот, и... Так что сколько еще будет волн, неизвестно, но мне кажется... Вы думаете, то, что... вот это связано с коронавирусной инфекцией войны? Да, безусловно. Ну, потому что еще? Не знаю, к какой войне он готовится. Я вообще, я пацифист. Я пацифист. Я не знаю, какая там война может быть. Я ничего не могу вам сказать. Я вот по Москве я не вижу, чтобы какая-то война назревала. Вот. В России тоже все вроде мирные жители, поэтому... Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Да, но если он говорит, что готовится к войне, будем готовиться, куда деваться-то. Вот. А какой, скажет какой, пойдем на войну, куда деваться. Я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос. Я далек от политики и новости очень редко смотрю. Не могу сказать. Не знаете. Ну, лучше промолчу.
Наверное, экономической. Экономика поднимается. Наверное, к этой. Ну, вообще, так или иначе, информационно-политическая и так же, как и экономическая война, она идет с тех пор, когда Украина начала дисбаланс устраивать в целом. И также при Трампе тоже это все началось. В обновленной стратегии национальной безопасности Владимир Путин поручил готовить экономику к войне. Как думаете, к какой войне готовится наша экономика, Владимир Путин или мы? Не знаю. Нет предположений никаких? Никаких. Ну, видите, в последнее время, в принципе, мы видим, что Запад ослабел довольно прилично. Но когда он ослабел, он еще более ожесточается. Они не хотят терять свои позиции. Поэтому, ну, вы посмотрите, нас окружили со всех сторон этими войсками. А какими войсками? Ну, границам по Прибалтике, в Украине. Все. А Украину вообще сделали таким, ну, как бы инструментом, ну, как бы подрыва нашей внутренней ситуации. Ну, это же очевидно. Ну, а с кем же еще? Конечно, с Западом. А увы, вот Запад, понимаете, они настолько уперлись в свои идеи. А почему уперлись? Вы знаете, вот даже так люди вот пытаются тоже понять, ну почему Запад такой вообще агрессивный, почему так против всех настроен? Ну, это наследие вот некоторого не такого уж далекого прошлого. Потому что там даже, понимаете, даже евреи, которые у них там живут, да, они тоже так настроены. Спрашиваете, ну евреи почему? А потому что старые евреи, вот те, которые уже, ну, лет 100 уже, как бы, ну, в составе англосаксонской вот этой, ну, нации, да, находятся. Вот действительно, о какой войне-то? А я считаю, что я не пацифист. Я считаю, что войны, вообще, так сказать, нежелательно бы, чтобы войны, например, мой, извините, кумир Дональд Трамп. Вот именно, я очень высоко ценю Дональда Фридриховича, причем даже купил бейсболку красного цвета, цвет республиканской партии. Так вот, я вам хочу сказать, что пусть будут войны торговые, финансовые, только не кровавые, не военные. А насчет войны, ну вот, все могут сказать об этом, все знают. Я опасаюсь нападения Китая. Вот против кого надо готовиться-то. А что мы потеряли в этой Европе? Зачем нам это Украина и Белоруссия? Вот именно. Я понимаю, неплохо было бы иметь Белоруссию. Я бы тоже хотел, чтобы было. Я, кстати, дело не только в Шойгу. Я слушал статью Путина, читал статью Путина, вернее, о том, что Украина, Россия, Белоруссия – это один народ. Но я не могу согласиться с нашим президентом. Белорусы и украинцы хотят уйти в Евросоюз. К сожалению, нам это неприятно, нам это больно, но мы должны это признать. Евросоюз привлекательнее, ну что же, это же совершенно серьезно, чем мы. Вот когда мы тоже будем развиты, как там все будут возвращаться.